Минор, модный убийца бандитов. Сид, Тень, фехтовальщик Фониус Персон, агент Джон Смит, гениальный студент Сузуки и Джек Потрошитель, как Джокер с его Харли Квинн. Это 9 образов главного героя восхождения в тени. А это Оверлорд с тенью они. Самые могущественные в своем мире. Садисты. Обожают перевоплощаться в другие образы. Не знают, что их подчиненные делают. Ведь те полагают, что они знают все наперед. В этом видео мы расскажем все о всех их образах и что их объединяет. Энс и Сид до попадания в другой мир. В реальном мире 2138 года, прежде чем Энс взял свое великое имя в новом мире, он был человеком по имени Сузуки Сатору. Всякий раз, когда Сузуки выходил из дома и направлялся на работу, он надевал маску с фильтром воздуха и защитные очки, чтобы защитить себя от воздействия токсичного воздуха снаружи. Он жил в мире, подобному киберпанку, бегущему по краю, где компания правит миром. Один даже из его гильдии исчез после того, как узнал некую тайну об одной из таких компаний. Его не беспокоил вид трупов сирот, поскольку он так часто встречал их на улицах, что это уже не было для него редким явлением. В раннем возрасте Сузуки потерял мать от переутомления, и ее смерть произошла, когда она готовила любимое его блюдо. Он хорошо помнил, как утром обнаружил ее холодное тело на кухне. Что касается получения отцовской любви, он утверждал, что никогда в жизни не испытывал ничего подобного, поскольку у него не было настоящей семьи или друзей, которые могли бы его поддержать. Он посвятил всю свою жизнь играм. Его жизнь представляла собой бесконечный цикл походов в офис. Он часто видел, как дети, только что окончившие начальную школу, работали вместе с ним. Он искренне понимал их, ибо был таким же. Судзуки ненавидел тех, кто отвергал чужое мнение, не предлагая собственных решений. Дабы окрасить свою серую жизнь, Сузуки Сатору начал играть в Игдрасиль под псевдонимом Момонга. Момонга-сама. В то время обычной практикой было убивать игроков гетероморфных рас. Он был одной из целей, которую несколько раз выслеживали и убивали. Получив достаточно жестокого обращения, он был очень близок к тому, чтобы выйти из игры, пока Тачми не спас его, объединив в скором усилия для создания клана. В мире Игдрасиля начала впервые проявляться садистская личность Сатору. Как только Тачми ушел, их клан был распущен. Однако Момонга и его друзья основали гильдию под названием Энсаал Гоун, лидером которой стал Момонга. К сожалению, веселые воспоминания о времени, которое он провел со своими друзьями в составе Энсаал Гоун, это все, что у него было. Дошло до того, что он в Игдрасиле потратил большую часть денег, полученных им на работе. Его зарплата была скудной, но он все еще жил за чертой бедности. У Момонги был достаточный накопленный баланс на банковских счетах, но он понятия не имел, на что их потратить. В отличие от Энза, прошлое Сида показано в аниме. Стремясь с детства обрести силу, он усердно тренировал как свое тело, так и разум, несмотря на свой вид, что, к слову, отличается от оригинала, где он перекачан. Он достиг достаточной силы, чтобы ломать и сгибать дерево и некоторые твердые металлы, от меди до обычного железа. Как Момонга, модный убийца бандитов-садист, способный убить человека в мгновение ока или мучить его до такой степени, что он станет похож на калюжу из крови и внутренностей. Не надо! Однако, как бы он ни был силен, он считал, что у человека есть пределы. Оверлорд и Повелитель Теней. Попадание в другой мир у Сузуки Сатору и Минору Кагина произошло по-разному, но, тем не менее, они пришли к единому образу. Самые могущественные в своем мире. Сузуки Сатору, Повелитель Смерти Энсаал Гоун, Минору Кагина, Повелитель Теней. Отличительной чертой Энза есть то, что он стремится, чтобы все было под его контролем, в то время как Тень хочет повеселиться и показать себя во всей красе. Кагина Минору в новом мире хоть имеет другое имя, Сид, но имеет ту же фамилию, Кагина. В мире магии он изменил свое мнение, считая, что вершины силы не существует, пока он не перестанет идти. О всех его павер-апах и в общем силе мы рассказываем в отдельном ролике. В оригинале он носил маску, но в аниме и игре он не носит ничего подобного. Его лицо просто скрыто темной тенью, образующейся от капюшона. Момонга и Фониус – бойцы, созданные по одной причине. Играя в Игдрасиль, Сатору мечтал о второй личности, втором аккаунте. Однако это запрещалось, и в новом мире он осуществил эту мечту. Точно так же, как Сид свою, отыграть персонажа, в силе которого все сомневаются, но побеждает каким-то образом. Итак, Момонга и Фониус Персон были созданы по одной причине – из-за мечты. Оба они в образе не применяют магию, но по-разному представляются. Первый выступает как герой,
авантюриста доматитулого ранга, защитник людей, а второй как слабак, в силе которого все сомневаются. Но он всех побеждает. Оба они настолько сильны, что способны без магии быть сильнейшими в своих мирах, по словам окружающих. Но кто же будет сильнее в этих формах? Мамонга или Фониус Персон? Оставляю ответ на вас. Король, Заклинатель и Джон Смит. Изначально Энс был королем нежити, но так как он стремится захватить мир, он изменил свой псевдоним на более подобающий. Король-Заклинатель. Сид же пошел дальше. Дабы спасти компанию Мицугаши от действий Союза торговцев, он перевоплощается в Джона Смита, агента под прикрытием. В отличие от Фониуса Персона, в этой форме он осуществляет провокации не через слова, а через грубую силу. Он знает, как работают банки и как их уничтожить. Сид, в отличие от Энза, который лишь одевает костюм, входит в образ, полностью становясь другой личностью. Джон Смит не безрассудительный и умеет планировать. Его основная способность заключается в магических нитях, которыми он владеет на невероятном уровне, нося золотое кольцо на каждом из своих пальцев, который управляет проволокой-удавкой, наполненной маной. Сид в образе Айна Коджи. В Академии Мидгарда был ничем не примечательный ученик, одноклассник Сида. Его звали Сузуки, точно так же, как Оверлорда в прошлой жизни. Он умер после нападения на Академию Пятого Рыцаря Круга Культа Диаблоса, сильнейшего фехтовальщика, Фенрира. Он с помощью тумана надел на всех учеников Академии магические ошейники, которые взорвут голову, если у пользователя закончится мана. Таким образом, Сид, отрегулировав ману, как у живого Сузуки, с помощью слезевой техники грима и возможностями слезевой формовки, взял его образ, дабы провести расследование, как непримечательный студент, чья гениальность в ходе открывается всем ученикам. Ранее Сузуки был соплей, но теперь студенты видят в нем Айна Коджи. Когда их предал студент, отравив газом, он как ни в чем не бывал встал и убил его. Кристина, что была с ним, сказала, что ошибалась в нем, но Сузуки заявил, что она в ничем не ошибалась. Тот Сузуки был ни на что не годен, но теперь он был способен сражаться лишь с помощью ручки против сильнейшего фехтовальщика в истории Мидгарда – Фенриром. Отражая его удары, идеально держа расстояние одной ручкой. Когда напор Фенрира стал сильнее, он применил шквал атак ручек. Однако, атаку, направленную на Кристину, он прикрыл телом. Девочки уж начали плакать, но появился тень, обо всех павер-апах которого, включая вырезанные сцены, мы рассказываем в отдельном ролике. Сид в образе Джокера и Джека Потрошителя. Королевством Мидгард управляет из тени тайное общество под названием 13 ночных мечей. Дворяне, также связанные с культом Диаблоса, использовали свою власть, чтобы скрыть любые злые дела. Дабы очистить Мидгард от подобных дворян, Сид обзаводится новым образом Джеком Потрошителем, искореняя зло еще большим злом. В этом образе Сид использует как оружие карты, покрытые маной, как до этого он использовал нити и ручки. Помимо этого, имея свою Харли Квинн, Кристину, которая влюбилась в него, когда он спас ее, будучи Сузуки. Обо всех павер-апах Сида, включая вырезанные сцены, вы можете узнать из следующего ролика.